Гуру, а каков плод Атмавичары? Плод Атмавичары. Наверное, рано говорить о плоде, не испытав его сначала. Сначала надо поговорить о пути и основе. В любом учении есть основа, путь и плод. Основа – это то, на что мы опираемся. Путь – это то, как мы проходим свой духовный путь, какую практику мы делаем. Плод – что мы получаем в конце. Основой Атмавичары является недвойственная философия Адвайта Веданты. Философия Брахмана, Упанишат и Вед. Недвойственное видение. Брахман, Абсолют – вот что ее основа. Что такое путь? Путь – это постоянное исследование природы ума через анализ ахамвритти, через вичару. А плод? Плодом может быть многое. И окончательная богореализация, мокша, брахма-нирвана, переживание абсолюта, и создание иллюзорного тела, как побочные, так сказать, цветы на духовном пути. Савикальпа, нирвикальпа, сварупа, самадхи. Вплоть до становления Брахмой, новым Богом Творцом Вселенной. Все это плоды учения, однако, как говорят, наша садхана, практика в наших руках, а плоды в руках Бога. Поэтому сложно говорить о каком-то однозначном плоде. У каждого этот плод свой, индивидуальный. Однако мы вправе говорить об общих тенденциях, которые говорит нам учение, что плодом практики Атмавичары является реализация 3 просветленных божественных тел. Тело мудрости подобно недвойственному пространству пустоты. Чняна-деха, так оно называется. Иллюзорное, божественное, сияющее тело славы, пранава-деха. Это игра пустоты и формы. Способность к проявлению в обыденном материальном совершенном теле. Ситха-деха. 3 тела – это плод Атмавичары. Ну какой еще может быть плод Атмавичары? Реализация 7-й земли мудрости, наивысшего уровня просветления и освобождения. Достижение 16-й стадии Луны осознавания, 16 кал. Становление Богом уровня Брахма, Вишну, Шивы, Богом Творцом. Сахаджа Самадхи. Все это плоды Атмавичары. Гуру, а как относиться к образам, видениям, психическим опытам во время выполнения этой практики? Кто переживает эти видения, кто испытывает эти образы, вот что вас должно заботить. Вас не должны заботить сами образы, сами видения. Никакие опыты не должны вас заботить на пути Атмавичары. Вас должен заботить переживающий субъект. Цель Атмавичары – вычленить этого субъекта из всех дуальных связей, выделить его, отделить от 5 оболочек и обнаружить пустоту субъекта. То есть адвайта, недвойственность – это непредельная субъективность. Это нечто большее, это отсутствие вообще деления на субъект и объект. Но приходим мы к этой реализации через анализ субъекта. Да, возникают какие-то видения, возникают интересные опыты, но мне это не интересно. Меня интересует, кто тот субъект, который переживает все видения, кто есть тот центр, откуда эти видения исходят, хоть это видение богов или демонов. И вот исследование этого субъекта, в этом тайна Атмавичары. Атмавичара развивается по 5-членной формуле. Весь мир нам надо перевести к природе ума, к уму. То есть я воспринимаю мир
Но с помощью атмавичары я не привязываюсь к миру, а я задаю вопрос, кто воспринимает этот мир. И тогда для меня интересен не видимый мир, а интересен субъект, то я, который этот мир воспринимает. И я спрашиваю, а кто я? И вот когда мы спросили, кто я, и вычленили тонкий слой осознанности, и для нас как бы стало понятно, что весь мир, он прежде всего исходит из этого тонкого слоя осознанности, поскольку субъект участвует в процессе творения реальности, то мы свели весь мир к уму. А когда мы исследуем природу ума, дальше спрашиваем, а что это за ум такой, что это за я, что это за осознанность? И мы обнаруживаем пустотность этой осознанности, что это осознанность вне концепций, вне образов, вне религии, вне определений, вне ума, вне идеологем, вне философем, вне рассуждений, вне опытов, вне эго, которое осознает себя как личность. Это пустота. Шунья – это не буддийское понятие, это изначальное понятие веданты. Достаточно почитать некоторые тексты. Это имя Бога, это и есть дверь к Брахману. Брахман не исчерпывается шуньей, пустотой. Брахман – это нечто более великое. Шунья – это одна из его сторон. Тем не менее, вначале мы переживаем абсолют именно как шунью, как пустоту. Вот когда мы дальше углубляемся, исследуем эту пустоту, мы должны обнаружить светоносность. Свет внутри этой пустоты присутствует. Квантовый уровень есть, оказывается. Эта пустота, она не мертвая, не темная. В ней есть просветляющее сияние. Его называют на санскрите Брахма-джьоти. Сияние абсолюта. И когда мы обнаружили это сияние, в этом сиянии, только в нем и возможно пережить полную недвойственность, чистую адвайту, без примесей. Нет субъекта, нет объекта, есть невыразимое состояние, невыразимое ничем переживание. Тот, кто его переживает, когда он возвращается в материальный мир, он готов стоять на голове, хохотать и плакать одновременно. Он не хочет вообще ни с кем общаться, потому что никто его не поймет, ничего никому он не сможет передать. Это запредельное понятие. Дзенский монах, когда пережил его, порвал все сутры. Но этого не следует делать. Это не совет для подражания. Но я говорю, состояние, полная запредельность, полное переживание недвойственности. Это не та поверхностная адвайта, о которой можно услышать. Вы о ней не услышите. О ней никто не может рассказать, даже Будда, даже Шри Рамана Махариши, даже Шанкара. Невозможно. Но практикуя в передаче от гуру, ее можно самому пережить. Никакой гуру не может о ней рассказать. Невозможно рассказать, но испытать возможно. Вот мы идем с помощью атмавичары к этой недвойственности. И, наконец, в этой недвойственности раскрывается принцип энергии, ананды, блаженства, последняя тайна, о которой еще рано говорить. Это и есть пятичленная формула. Весь мир свести к уму, в уме распознать пустоту, в пустоте распознать недвойственность. Ясный свет, в этом свете распознать недвойственность. И эту недвойственность распознать ее как энергию, как неразделимую с энергией материального проявления. И вот пятичленная формула, это мы идем по этой формуле через атмавичару. Мы выращиваем тонкий инструмент для наблюдения абсолюта, для наблюдения Бога. Этот инструмент называется будхи. Гуру, а как смотреть на мир глазами атмавичары? В атмавичаре не надо сильно смотреть на мир, не надо сильно заботиться о том, чтобы это делать. Это происходит естественно, если вы держитесь атмавичары. Вот я встаю, я внутри себя спрашиваю, кто это встает.
Я иду, я себя спрашиваю, кто идет. Я подношу руку к двери, спрашиваю, кто это подносит руку к двери. Я открываю руку, я открываю рукой дверь в полной осознанности, тяну на себя, спрашиваю, кто открывает дверь, кто тянет на себя. Я вижу впереди коридор, проход. Спрашиваю, кто видит впереди коридор, проход. Я иду по нему, спрашиваю себя, кто принимает решение идти по коридору. Я спускаюсь по лестнице, чувствую дерево, чувствую пол, чувствую запахи, чувствую атмосферу, воздух. Спрашиваю себя, кто это чувствует. И вот так каждую секунду. Нет ни секунды, ни миллисекунды, когда я бы это не занимался. И вот для меня выглядит мир так. 70% вашего сознания сфокусировано на самоисследовании. А вот 30% отдано для адекватного действия в этом мире. Для разговора, общения, бытовых дел, занятий, интеллектуальной деятельности и прочего. И мир выглядит вращающимся вокруг этого центра. Не надо, конечно, воспринимать буквально, будто я каждый раз себя на уровне ума спрашиваю, кто открывает, кто идет. Это на гораздо более тонком уровне происходит. Мне нет нужды это делать на уровне ума, спрашивать. Просто есть вектор сознания, который все время исследует субъекта того, который делает. А спрашивать на уровне ума надо для новичков. Но когда вы утвердились, вам не надо спрашивать это вне ума. Это пребывание в постоянном самоисследовании. Вот мир из этого видения, он выглядит удивительно, чудесно, прекрасно, красиво. Он выглядит как бы вращающимся вокруг единого великого центра. И вы сами здесь становитесь центром мироздания. Ну, конечно, не вы как тело, не вы как личность, как эго, как ум. Это опасно ставить свою личность, тело в центре мироздания. Будет большим заблуждением. Но вот вы, как самая тонкая, тончайшая суть сознания, и она неотделима от атома, она неотделима от абсолюта. То есть это видеть мир глазами Бога, глазами абсолюта, глазами центра циклона, когда все нераздельно, все исходит из этого центра, из вас, и этот центр, он же не снаружи, он же в вас. Можно сказать, после атмавичары настоящая жизнь только и начинается. Это жизнь осознанная, жизнь в центре, жизнь отрешенная от всего, когда вы не участник этого мира, не делатель, не совершатель, не получатель, не достигатель, не терятель, не приобретатель, не вкушатель. Когда вы отдельный, вы свободны от всего. Вайрагия, у вас есть независимое наблюдающее сознание, сакши, свидетель. Очень радостное, очень чудесное сознание. Но вы также можете переживать, видеть, слышать. Но это не вы, это ваше тело, это ваши энергии. И тогда вы воспринимаете это как азартную, увлекательнейшую игру. Это не вы, но это ваше. Вы наблюдатель всего этого, вы не делатель, но делание происходит. Это величайшая лила, игра Бога в этом теле. Величайшая игра Божественного. Когда у вас проявляется настоящий, не мирской радость жизни, вкус к жизни, игра, азарт, осознанность, видение Бога во всем, видение Божественного во всем, даршан Бога ежесекунда, священность, сакральность, возвышенность, запредельность. И в этом нет никакой статичности, в этом это не некая такая мертвая, обездушенная пустота. В этом есть динамика, игра энергии, вся любовь, вся чистота, вся красота, вся сила, вся мощь, вся энергия жизни с вами, но вы не вовлечены в это. И это самое чудесное, что может быть, потому что это врата к Богу. И это атмавичара.